Нам же чем хуже, тем лучше. Не надо вляпываться в ипотечное рабство. Нехрен! Нужна справедливость. Чем меньше проверок, тем меньше нарушений. Все опечатано, всем там лежать. Конфискация, штрафы. Стуканули куда надо. Дедоларизация, дефунтитизация. Рубля вам не хватает. НЭП лихих 20-х. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Надеюсь, вы соскучились по новостям, тем более и вправду есть что обсудить. Сегодня разберем речь Путина на питерском форуме. Путин там очень много наговорил, жирно наговорил, поэтому сегодня я остановлюсь на основных тезисах, которые существенным образом поменяют всю нашу жизнь. Первое, на что я обратил внимание, это Путин предложил снизить ставку по ипотеке до 7%. Это докризисный уровень, и срок действия, правда, при этом останется до конца года. И вот что интересно, не успел Путин закончить свою речь, банки уже стали собирать заявки на ипотечные кредиты по новой ставке. Видите, какая большая связь Путина и приближенных банков. Поэтому все нормально, все очень быстро сейчас. Но я хочу вот на что обратить особое внимание. 7% новая ставка по ипотеке, которая обещана Путиным, это не поддержка тех, кто хочет взять ипотечный кредит. Ежели у тебя нет денег, нечем платить платежи, нечем платить платежи, еще раз, нечем платить платежи, запомни, то не надо вляпываться в ипотечное рабство, то не надо вляпываться в ипотечное рабство, то не надо вляпываться в ипотечное рабство. Ты запомни, сколько раз я сказал, да? Нечем платить, нехрен. 7% ипотечная ставка — это про другую, это про строительную отрасль, это про рабочие места людей, занятых в стройке. Ежели сейчас и этих поддержек со стороны вот банков, там, не знаю, государства, правительства не будет, ребят, одна из отраслей, столпов российской экономики тоже подсядет на 50%, и это нанесет вообще, можно сказать, приговор российской экономики. Стройка — одна из немногих отраслей, которая, ну, реально может вытянуть Россию, вытянуть рабочие места вот в этот вот кризис. Но еще главное, Технониколь, моя компания, тоже в строительной отрасли, поэтому, конечно, это наложит свой отпечаток в том, что заводы Технониколь получат соответствующую загрузку. Иначе некоторые заводы сейчас реально работают на 30-50%. А это ниже того уровня, да, когда завод вообще может работать. Поэтому, конечно же, я тоже очень-очень жду заказов на строительные материалы заводов Технониколь. Если кто строит сейчас дачу, ага, там что-то вот строит, заказывайте материалы Технониколь, минута рекламной паузы, вот так. Далее, обещание Путина, которое привлекло мое внимание. Правительству России поручено к осени обновить работу промышленных кластеров и к 2023 году запустить льготный режим для предприятий. Им необходимо давать кредиты на 10 лет, не более чем под 7%, да, сокращать или полностью отменить проверки в отношении жильцов кластера. Это, наконец, какие-то внятные сигналы по промышленной политике. Понимаете? 10 лет, 7% кредита. Я всегда говорил, что с 6% кредитов начинается экономическая активность. 7% очень близко к этому подходит, прокатывает. Осталось дождаться, когда эти обещания будут реализованы. Путин вот заявил, что скоро будут кластеры промышленные, да, и будут 7% кредиты, и проверок не будет. Да, ну вот, а ты что заявишь себе? Поэтому пишите мне, что вы сами себе обещаете, и ваши комментарии под этим видео станут такой декларацией свободы и независимости каждого из вас, ну, кто напишет, конечно же. Поехали дальше. Владимир Путин предложил полностью отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса. Вот так. Вот раньше считалось в правительстве и в администрации президента, что чем пристальнее проверяем, тем лучше люди соблюдают закон, порядок и так далее. А теперь вот, например, в 2021 году количество проверок, ну, в силу определенных причин, сократилось в 6 раз, и существенно сократилось количество нарушений. И Путин так и заявил, говорит, смотри-ка, интересно, чем меньше проверок, тем меньше нарушений, значит, надо вообще отменить проверки у большинства бизнесов.
При этом оставить, конечно, проверки там, где есть угроза там, жизни людей и так далее, особо опасные. Вот. На самом деле, конечно же, в общем-то, это правильный, верный и действенный подход. Да. Интересно, как он будет реализован на практике, потому что контрольные органы, насколько я знаю, они имеют задание, да, и у них такой вот реестр, количество проверок и галка, значит, напротив них, и платят им денежку за количественные, так сказать, показатели, за метрики. У них есть KPIs, и поэтому развернуть и выполнить данное поручение Путина можно только одним образом — существенно изменив менеджмент в контрольных органах. Например, если бы контрольные органы бы, да, в метриках и в KPIs бы имели бы показатель рост экономики. Ну да, такой косвенный показатель. Вот. Как количество проверок, которые произведены вот этими контрольными органами, да, влияло на рост экономики. Ну тогда бы они, может быть, по-другому бы настраивали свои контрольные мероприятия. Потому что сейчас любой проверяющий, он, конечно же, направлен на то, чтобы выявить нарушение. Смотрите, выявить нарушение. Любое, но найти. Доходит до смешного. Иногда приходит проверяющий и сразу говорит директору предприятия. Я вам говорю реальную практику. Слушай, бро, давай так, мы не будем ничего проверять, но ты нам сам сейчас покажешь, на что обратить внимание, где зафиксировать какое нарушение, и мы актик составляем, и мы в статистику пишем. Ну, что тебе, зачем тебе геморрой? Пойдем чай попьем, кофе, может, там, более крепких напитков и так далее. И вот руководитель предприятия такой смекает: ага, что там вот людей морочить, туда-сюда ходить, да? Пойду я ему сразу вот покажу, что заактировать, да, чтобы мы спокойно чай попили, вот. И волки сыты, значит, как это, и овцы сыты, да, и волки целые, да, и статистика контрольных проверок вот есть, да, и все так. Сотни тысяч проверок сейчас происходит вот так. Вы думаете, почему взрываются емкости там с бензином, с мазутом и происходят экологические катастрофы? Вы что думаете, проблема российским инженерам обслуживать грамотно эти емкости? Да вообще никакой проблемы. Проблема в сговоре контролирующих органов с теми, кого они контролируют. Система контрольно-ревизионных мероприятий, ну, давно содержит в себе изъян. Конечно же, здесь следует реформировать. Путин пообещал декриминализировать экономические составы преступлений, например, о работе предприятий или предпринимателей без западных лицензий. Ну, знаете, на программное обеспечение лицензию отозвали, да, а можно продолжать работать, никто предъявлять ничего не будет. Вот. В частности, Путин сказал: в подобных случаях наши госорганы не должны собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том, что реальной вины наших предпринимателей нет. Ребята, я тоже так говорю, нам сегодня без активности контрабандистов, предпринимателей, которые работают вот в этих вот неопределенностях, не выжить. У нас вообще все встанет. Большинство вещей, примерно половина вещей, которые нам критически важны для экономики, для бизнеса, для России, чтобы заводы работали, чтобы рабочие места были, они завязаны на то, что нельзя, нет лицензий, не поставляется и так далее, и надо изворачиваться, находить как-то вот так. Не все так можно найти. Например, запчасти для самолетов. Ну как их найти? Их производят там две компании, Airbus и Boeing. Слушайте, они контролируют всех смежников, все цепочки. Как завести запчасти для самолетов? Выходит, мы все равно столкнемся, страна столкнется с трудностями, но решить эти трудности воистину могут только предприниматели. Да, юркие люди, которые идут там на риск и придумывают какие-то комбинации и так далее. Вообще очень много говорили о декриминализации, про предпринимателей, которые сидят в СИЗО, а их бизнес падает и рабочие места ликвидируются, да. Вот, очень много говорилось, и вот Маргарита Симонян начала задавать прямые вопросы Путину. А может быть, вот не надо сажать предпринимателей в СИЗО? Ну вот эти 20-30 человек, которые не сядут и не просидят, ну и хрен с ним. Есть в этом смысл, сказал Путин, но тут же уточнил: нужна справедливость, народ требует справедливости, народ не поймет, если мы перестанем сажать за экономические преступления. Я же так скажу, в Америке давно заведено очень простое правило: за экономические преступления, да, малые, средние и даже большие, я подчеркиваю, а за очень большие тем более, да, всегда есть подход следующий: залог.
человек, который там приступил вот черту, да, он начинает выплачивать огромные суммы, да, и иногда у него получается, ну, так сказать, в досудебном, так сказать, периоде, ну, договориться, что ли, со следствием. Вы знаете, так у Олега Тинькова было. Когда его прижучили, да, американские власти, что он, мол, там какой-то налог не заплатил и так далее, было много разборок. Чем все кончилось? Олег Тиньков выплатил там 300 миллионов долларов или 200 миллионов долларов, ну, какую-то очень огромную сумму, и все. Американское правительство перестало иметь какие-то претензии к Олегу Тинькову, и все. Смотрите, какой профит. Так бы Олега Тинькова посадили бы в тюрьму, платили бы за его рабочую одежду, за кормежку, я не знаю, там, он бы отрабатывал бы это, все, он бы сейчас сидел в тюрьму и писал бы из тюрьмы там какие-то вот заявления, там, да, говорил так. А так американское правительство получило сотни миллионов долларов. Я бы отменил уголовное преследование по экономическим статьям. Вот взял бы и принципиально отменил, но при этом бы увеличил бы экономическую составляющую за это. Слушайте, там, конфискация, там, не знаю, какие-то штрафы, какие-то там, ну, вот такие экономические, полностью бы воспроизведя следующее: тебя не посадят, но деньги ты заплатишь просто очень огромные, да. В результате не просто все, что ты украл, у тебя заберут, но еще и все, что у тебя раньше было, и все. Это лишит предпринимателей, да, экономической подосновы идти на этот вот самый вот риск. Про налоги. Президент Путин заявил, что срок исковой давности будет снижен с 10 лет до 6. Да? То есть раньше предприниматель, когда осознанно или неосознанно, что тоже интересно, да, совершил какую-то там ошибку, да, ему надо бояться целых 10 лет, ну, прежде чем перестать бояться. Теперь бояться надо 6 лет. Путин также подчеркнул, что с 9 марта уже закон принят, следователям запрещено возбуждать уголовные дела об уходе от налогов без санкций налоговой службы. И здесь вот что интересно, смотрите, до 2011 года следователи могли возбуждать дела без налоговой, с 11 по 2014 опять не могли, ну, отменили, да, а потом опять с 2014 года опять могли, да, а теперь опять не могут. Видимо, есть какие-то там, не знаю, звезды, что ли, на небе, или какие-то магнитные волны, которые влияют на то, что то могут, то не могут, то могут, то не могут. Вот сейчас новая волна пришла, теперь опять не могут. Вот. Долго ли эта волна будет? Ну вот я вот заметил, примерно 4 года идет волна. На самом деле налоговая служба, она, ну, действительно, это лучше, чем силовики. Силовики, когда приходят, залетают такие, они все опечатано, всем там лежать, там всем в пол и так далее, не очень приятно, да? Когда налоговики приходят, обычно все очень аккуратно, они сразу опечатывают все компьютеры. Ну, в общем, они действуют более интеллигентно, по-цифровому. Не хотелось бы вот этих маски-шоу. На самом деле в этих маски-шоу шума всегда много, толку мало. И вот аналитики уже заговорили о новой экономической политике. Ну вот НЭП. В начале прошлого века именно НЭП был введен тогда, когда большевики поняли, что полный, и что надо что-то сделать, и что единственный, кто может что-то сделать, это какие-то вот предприниматели, как они тогда посчитали. И действительно, за несколько лет таких экономических свобод там в России начало оживать, там продукты появились, товары, услуги и так далее, да. Вот и сейчас многие говорят, что Путин чуть ли не на этом вот форуме объявил о новом НЭПе, НЭП лихих 20-х. Я уж не знаю, на какой это НЭП. Новая экономическая политика возникает тогда, когда старая не сработала. Я могу от себя вот что сказать. Что я понял из всех этих заявлений многочисленных, то я ни хрена не понял. Это раз. И второе, что как по-старому, ну так точно не будет. Друзья, есть ряд очень важных новостей вне экономического форума, вне заявлений Путина, и давайте по ним пройдемся подробно. Что с валютой? А с валютой просто какой-то скандал. Вы знаете, на прошлой неделе банки объявили об отрицательных ставках на валюту, на валютные счета, какие-то гигантские комиссии на содержание валютных счетов, и все. Центральный банк тут же начал разъяснять, что нет, все нормально, да, ну как нормально. И тут же происходит вот это вот решение, которое говорит, ну, в общем-то, отрицательных ставок не будет,
Но комиссиями, повышенными комиссиями банки могут добирать все эти повышенные расходы. Расходы на что? Да к содержанию валютных счетов и содержание валюты, вообще говоря, на счетах банков превратилось в обузу. Понимаете, что с ней делать? Размещать ее и доход получать на валюту банки не могут. У них нету реально никаких активов, где бы они могли зарабатывать на валюту хоть что-то. Более того, им приходится нести издержки на содержание валюты на своих счетах, повышенные издержки. Поэтому, а кто будет платить за эти издержки? Банки, что ли? Вот они вводят либо отрицательные ставки, центральный банк им запрещает, хорошо, значит повышенные комиссии. И в связи с этим Тинькофф Банк вводит комиссию за счета в долларах, евро и фунтах, а также комиссии за валютные переводы. 3% от перевода, но не менее 200 условных единиц. И один клиент Тинькофф Банка тут же написал в поддержку: друзья мои, дорогие мои, разъясните мне, пожалуйста, если я перевел со своего счета в американском банке, в Тинькофф Банк 150 условных единиц, вы же пишете 200 условных единиц будет комиссия, стало быть, вы заберете эти деньги себе? И ему из поддержки написали: да, вы правильно поняли, спасибо за понимание. Универсальный ответ на все вызовы современности. Вот что бы ни произошло, какой-нибудь косяк и так далее, вы можете всегда ответить вашему контрагенту, недовольному вами, ответить просто, элегантно и очень жирно: спасибо за понимание. Когда ты обосрался, что-то пошло не так, и так ты своему контрагенту говоришь: ну, не шмогла, спасибо за понимание. Спасибо за понимание стало мемом. Тинькофф Банк очень клиентоориентированный банк. Таким образом, банк Тинькофф дает сигнал физическим лицам и юридическим поскорее избавляться от валютных счетов. Тинькофф Банк явно что-то знает. Я не думаю, что валюту запретят, но тот, кто захочет иметь раритетный автомобиль, он будет платить за это очень дорого. Гараж, обслуживание, какие-то запчасти и так далее. То есть валюта становится, буквально таким раритетом. То есть сделать с ней ничего не надо, но если ты хочешь ее иметь на счета, имей, плати. При этом вот такие комиссии, еще потом все равно, я думаю, до кучи отрицательные ставки какие-то введут. Поэтому, друзья мои, избавляйтесь от валютных счетов. Дедоларизация, дефунтитизация, деевроизация, там что там, это, вы знаете, сейчас самая модная приставка Д во всем. И если у вас до сих пор на счетах в банках доллары, евро, фунты или какие-то иностранные валюты, я вам так скажу: рубля вам не хватает. Замените все свои доллары и фунты на рубля. Вот это да. О предпринимательском подходе в Таганроге, да. Точку с игровыми автоматами замаскировали под общественный туалет. В парке 300-летия Таганрога появился неожиданно новый туалет. И горожане такие говорят: вот, наши власти о нас заботятся, какие молодцы и так далее, да. Вот. Но горожане стали замечать, что из туалета выходят какие-то очень озабоченные и очень расстроенные люди. Обычно же из туалета выходят люди, такие, на облегчении, все, хорошо, да. А тут горожане стали видеть, они какие-то были грустные. И они стуканули куда надо. Исследователи, послали людей для проверки, и вот эти люди специальные зашли в этот туалет, и что они увидели? Они увидели игровой салон. Вот, все. Поэтому, если серьезно, это просто прекрасно, ребят. Казино, замаскированное под туалет в парке. А в парке же никогда бы не разрешили ставить никакие там эти игровые автоматы, никакое казино. А здесь, пожалуйста, поэтому это просто величайший пример предприимчивости таганрогских бизнесменов. Мы с такими людьми, с такими вот проявляющими такой вот чудеса изобретательности и изворотливости, мы же не пропадем. Нам же чем хуже, тем лучше. Нам же чем мир вообще там разорвался и перевернулся, так мы только начали. Мы как только в этот момент с печи-то и слезем. Да, поэтому, друзья мои, начинаются очень яркие времена. Если появляются вот такие казино, замаскированные под общественный туалет, это говорит о том, что мы находимся в переломном моменте. Давайте все мы в этом моменте размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореть.
загореться заживо в этом аду.